мы сейчас не можем противостоять тому конъюнктурному кризису, который развивается в мировой экономике. Мы не можем противостоять, еще к тому же это все усугубляется санкционным давлением. В связи с этим мы должны купировать отдельные, наиболее острые проблемы, которые есть в экономике, и ожидать периода дальнейшего, восстановления цен на нефть, улучшения ситуации в наших взаимоотношениях с мировым экономическим сообществом, ну и, собственно, тогда экономика постепенно начнет уходить из кризиса. В принципе, эта логика соответствует тому поведению экономических властей, которое наблюдалось в период кризиса 2008-2009 года. Действительно, экономика после 2009 года, когда мы упали почти на 8%, очень быстро, довольно быстро, восстановилась. И такая вот, действительно, если исходить из этой логики, то такие действия, они вполне себе вроде бы возможны. Но вот тут мне кажется, что есть некоторые проблемы, потому что ситуация изменилась кардинально. Прежде всего, нужно сказать, что если в период кризиса 2008-2009 года у нас были надежды сразу на 3 источника возможных доходов, прежде всего это восстановление мировой конъюнктуры, во-вторых, рост внутреннего потребительского спроса, ну и в конце концов рост инвестиционного спроса, то сейчас, к сожалению, ситуация складывается таким образом, что важнейшая поддержка экономической динамики в России, это потребительский спрос, она исчезла. Мы утверждаем, что рост потребления населения находится сейчас где-то в конце всего воспроизводственного цикла, и по мере восстановления экономики рост доходов населения, потребительского спроса произойдет в последнюю очередь. Да, то есть уже после того, как возникнут дополнительные доходы во всех субъектах экономики, произойдет равновесие, выровняется ситуация на всех товарных рынках, вот тогда можно рассчитывать на рост доходов в бизнесе, в бюджете, в государственном секторе и так далее. И этого нет. Кроме того, мы находимся в ситуации, когда мы вряд ли можем рассчитывать на существенный рост объемов производства и экспорта сырьевых ресурсов. Мы можем рассчитывать на рост цен, но на рост объемов у нас, существенные ограничения. И это означает, что объем доходов, который мы можем получить с внешних рынков, он тоже уже не будет таким, который позволял бы нам динамично развиваться и восстанавливаться. И здесь мы понимаем, что единственным значимым источником роста, который может быть вообще в среднесрочной перспективе, это инвестиционный капитал. Только оттуда, может быть, от этого источника возникать какие-то доходы в экономике, которые позволят восстанавливаться. И тогда, вот если это так, то действительно вроде бы получается, что больше аргументов не в пользу политики стабилизации, а в пользу политики, которая бы направлена была прежде всего на восстановление уровня инвестиционной активности и через это решение тех структурных проблем, которые существуют в экономике. При этом тот кризис, который происходит у нас, я бы все-таки, структурный кризис, все говорят про это, да, но на самом деле он не структурный. Реально мы имеем кризис механизма финансирования экономического роста. То есть у нас произошла ситуация, при которой те механизмы финансирования экономического роста, которые были созданы и действовали в последние годы, их не хватает для того, чтобы экономика росла. Поэтому, собственно, раз проблема здесь, то и решения должны быть тоже в этой области. Если ситуация такова, то, соответственно, первая задача, которая у нас должна стоять, это не создание какой-то модели, а восстановление темпов роста. Мы вообще должны получить положительную экономическую динамику. Усилия должны прежде всего быть направлены на это. Потому что если у нас не будет доходов, а экономический рост предполагает рост доходов, то, безусловно, невозможно решать задачу обеспечения приемлемых темпов роста, уж тем более устойчивых темпов экономического роста. То есть сначала мы должны понять, а как мы, собственно, добьемся положительной экономической динамики. И здесь, если смотреть на ту поляну, которую мы имеем, то, безусловно, мне кажется, что у нас есть крупный бизнес. Все время мы говорим про мелкий бизнес, но реально быстро обеспечить какой-то, эффект мы можем, направив деньги именно в крупный, не обязательно публичной компании с государственным участием, можно быть частный, но крупный бизнес, который готов эти деньги принять, у которого есть проекты, который может эти деньги превратить в некоторую экономическую динамику, в те же самые инвестиции. Да? То есть те, у кого есть проекты реально проекты есть у крупного бизнеса. Дальше, каким образом это может быть устроено? Действительно, мне кажется, что банковская система, если ее сравнивать с другими механизмами финансирования, сейчас имеет определенные ограничения. И здесь вопрос облигаций, да, корпоративных облигаций,
опять же, вот связанные с финансированием этого самого проекта крупного бизнеса в краткосрочной перспективе. Я опять же не говорю, что это на средне-долгосрочную перспективу. Вот на краткосрочную перспективу, мне кажется, что это механизм, который позволит все-таки активизировать уровень инвестиционной активности и, собственно, значит, перейти к решению следующей задачи, это повышение темпов и качества роста, ну и дальше уже к устойчивости роста. То есть мы должны создать новые доходы в экономике, то есть такие доходы, которых не было до сих пор. И вот на основе этих новых доходов мы можем на самом деле попытаться выходить из складывающейся ситуации.